Всем привет, с вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Друзья, подбирая блюда для праздничного застолья, я всегда стараюсь отдавать предпочтение тем рецептам, которые сберегут мои силы, с которыми не надо часами стоять у плиты и в которых основное мясное блюдо готовится параллельно с гарниром практически без моего участия, что тоже помогает сэкономить время. Думаю, вы поняли, это блюдо из духовки. А пока они там готовятся, можно успеть сделать очень многое. Вот и сегодня я предлагаю вам довольно простое в приготовлении, вкусное и доступное горячее блюдо, которое без преувеличения займет центральное место на вашем праздничном столе. Будем готовить куриные окорочка в пряном маринаде с овощами, запеченные в духовке. Сначала надо курицу замариновать. И для этого мне понадобится по 1 чайной ложке соли и сладкой паприки, по пол чайной ложки порошка карри и розмарина, ложечка любой приправы для курицы и щепотка тимьяна. Высыпаем специи в миску, где курочка будет мариноваться. Туда же добавляем столовую ложку соевого соуса и пару ложек растительного масла. Столько же масла оставим для овощей. Маринад хорошо перемешиваем и этой смесью натираем курицу. У меня сегодня куриные окорочка весом чуть больше килограмма, хотя вы можете использовать совершенно любые части курицы или тушку целиком. Туда же добавляем несколько кусочков свежего имбиря, 5-6 крупных зубков чеснока, разрезанных пополам, и 2 головки репчатого лука, порезанного крупными кусками. Распределяем овощи равномерно среди курицы. Этот рецепт удобен еще тем, что птицу можно замариновать заранее и оставить ее в холодильнике от нескольких часов до нескольких суток. И чем дольше она там маринуется, тем вкуснее получается. Накрываем миску пленкой или пакетом и убираем в холодильник хотя бы на час. А тем временем займемся овощами. В качестве овощного гарнира я буду использовать 1 сочный стебель сельдерея, еще пару луковиц, можно взять фиолетовые, 2 моркови, 1 крупный сладкий перец и 4 довольно больших картофелины, которые я тщательно вымыла, кожуру с них снимать не буду. Поскольку мы готовим на гарнир запеченные овощи, то для этого рецепта лучше нарезать их крупными кусками, так они останутся сочными и не потеряют свой вкус и аромат. Тем временем я нарезала сельдерей и репчатый лук. Сладкий перец, желательно разных цветов, тоже режем крупными кусками. Морковь разрезаем вдоль, а затем по диагонали на большие ломтики. Картофель у меня с кожурой тоже нарезаем довольно крупными дольками. Складываем все овощи в большую чашу, добавляем к ним по пол чайной ложки соли и черного молотого перца, выливаем оставшееся растительное масло и хорошо перемешиваем. Специи для этого блюда можно использовать абсолютно любые на ваш вкус. А что касается овощного гарнира, то и здесь выбор за вами. Берите столько овощей и такие, которые вы любите. Помимо тех, что я взяла, для этого рецепта очень хорошо подходят грибы, капуста брокколи, лук-порей, спаржевая фасоль, помидоры черри, зеленый горошек, баклажаны и цукини. За 1,5 часа до подачи на стол достаем курицу из холодильника и выкладываем ее на противень или форму для запекания. Маринад, в котором была курица, не выбрасываем, а добавляем к овощам и еще раз все смешиваем. Выкладываем ароматные овощи в форму так, чтобы курочка оказалась сверху. Отправляем подготовленную форму в заранее разогретую духовку и запекаем при температуре 190-200 градусов на режиме вверх-вниз до готовности. В зависимости от возможностей вашей духовки, количества продуктов, их размера и нарезки, время запекания может варьироваться от 1 до 1,5 часов. У меня на приготовление ушло 1 час 20 минут. Готовое блюдо достаем из духовки. Поливаем выделившимся соком и подаем на стол. Благодаря предварительному маринованию и запеканию совместно с различными ароматными овощами, курочка, приготовленная по этому рецепту, получается невероятно мягкая, нежная и очень сочная. Такое аппетитное блюдо, как говорится, подходит на все случаи жизни. От обеда или ужина в кругу семьи до приема гостей за праздничным столом. Его можно приготовить из самых простых и привычных нам продуктов. Главное – правильно подобрать специи и ваши любимые овощи. Тогда результат превзойдет все ожидания
ожидания и, несомненно, порадует вас и ваших гостей. Готовьте с удовольствием. Желаю всем приятного аппетита. Друзья, если не хотите потерять этот рецепт, ставьте пальчик вверх. Я рада, что вы готовите вместе со мной и оставляете свои отзывы в комментариях. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал «Коллекция рецептов», непременно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. У меня на канале есть различные плейлисты, в том числе и рецепты на праздничный стол, а также с приготовлением блюд из птицы. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых рецептов!